Добрый день всем любителям декупажа. Приветствую вас на своем канале Маруся Евина. Сегодня в кадре у нас ящичек деревянный. Купила я его в Икее. Буду украшать его шпатлевкой по дереву, делать объемный рисунок и наносить салфетки методом файла. Прежде всего нужно ящичек хорошо зашкурить, чтобы все края были ровны, без заусенцев. Затем мы будем пользоваться вот такой акриловой шпатлевкой. Она у меня находится в тюбике, но это не важно. И вот через такой трафарет с помощью мастихина будем наносить наш рисунок. На вот эту сторону нанесем рисунок с одной стороны, а также вот с этой тоже стороны нанесем, в общем, со всех 4 сторон по одной дощечке. На другие дощечки будем наносить салфетку методом файла. Еще раз повторюсь, прежде всего надо хорошо зашкурить всю поверхность ящичка. И берем вот такой трафарет, размечаем середину досочки. Я уже отметила карандашом по линейке, чтобы рисунок ложился ровно посередине нашего изделия. Трафарет можно крепить с помощью скотча или каким-то другим способом. У меня его нет, поэтому я буду придерживать рукой, работать мастихином. Ровно размещаем, ровно посередине, ровно отступив от каждого края, чтобы рисунок находился ровно посередине. И буду вот так, как масло намазывается на бутерброд, так вот буду намазывать ровно шпатлевку на мой трафарет. Вот так вот приблизительно это выглядит. Аккуратно, ровно намазываем шпатлевку, распределяем по трафарету, даем немножечко, несколько секунд встать нашей шпатлевке и аккуратно будем снимать трафарет. Желательно делать 2 руками, но так как одна рука у меня была занята съемкой, поэтому я снимала одной рукой, но вот так очень аккуратно снимаем. И излишки, которые попали на деревянное изделие, можно снять мастихином. Вот так снимаем излишки шпатлевки, убираем лишнее и даем высохнуть нашему рисунку из шпатлевки. Затем можно будет обработать это мелкой нулевкой. Итак, когда рисунок просохнет, мы пошкурим его, уберем все неровности. Рисунок мы будем наносить со всех 4 сторон по одной досочке с каждой стороны. На остальные 4 досочки будем наносить рисунок методом файла, будем наносить салфетку. Все изделие, прежде чем наносить салфетку, мы покроем белой акриловой краской. Вот такую салфетку мы выбрали для нанесения. Все изделие мы покроем белой акриловой краской. Затем там, где находится рельефный рисунок из шпатлевки, из акриловой шпатлевки по дереву, мы нанесем на белую высохшую краску зеленую краску травяного цвета. И дадим ей высохнуть и будем смывать, как бы проявляя наш рисунок. То есть мы смоем вот с этой части немножечко влажной губкой, снимем зеленую краску, и он как бы вот так вот проявится. И будет такой объемный красивый рисунок. Хочется заметить, что перед каждым использованием трафарет я промываю и просушиваю полотенцем для того, чтобы в каждый последующий раз использовать чистый трафарет, чтобы рельеф рисунка был ровный, чтобы не смазывался и было красиво все и аккуратно. Желательно трафарет каждый раз промывать. Тогда у вас будет ровный красивый рисунок. Итак, вот наш рисунок нанесен на все 4 стороны и должен просохнуть. Когда он просыхает, можно обработать наждачной бумагой, самой маленькой, нулевочкой, убрать все лишнее, заусенцы, а также обработать все деревянное изделие, если есть еще какие-то заусенцы деревянные. Таким образом проходимся по рисунку, чтобы рисунок был ровный, аккуратный. Берем белую акриловую краску
И будем покрывать всю нашу коробочку снаружи и некоторые деревянные планочки внутри коробки. Вот я выбрала краску зеленую, добавила в нее белую и немножко желтизны. Получилась такая вот травяного цвета краска, и я наношу на высохшую белую краску на те дощечки, на которые ранее был нанесен рельефный рисунок шпатлевкой, акриловой шпатлевкой по дереву. И даем высохнуть. Когда зеленая краска немножко подсохнет, мы возьмем губку и будем влажной губкой смывать верхний слой, зеленый слой, и проявляя таким образом, вот так мы будем делать, проявляя таким образом рисунок, который мы наносили шпатлевкой. Он будет проявляться и будет выглядеть объемно. Проводим по рисунку, и вот получается вот такой объемный красивый рисунок. Теперь приступим к декупажу салфетками, то есть будем наносить методом файла. Берем файлик, снимаем один слой салфетки, цветной слой салфетки, складываем на файлик и сбрызгиваем водой. Веерной кистью распределяем салфетку ровно по файлику, убирая пузырики ненужные. Затем поднимаем файлик. Делаю это обычно двумя руками. У меня просто рука занята камерой. Двумя руками осторожно сливаем воду и прикладываем салфетку с файликом на наше изделие. Расправляем, убираем пузырики, ненужные складки салфетки. Делаем ровно-ровно и снимаем файлик аккуратно с нашей салфетки. Салфетка таким образом остается на деревянном изделии. Файлик аккуратненько мы снимаем. Вот так вот у нас получилось. И будем покрывать все это акриловым лаком, акриловым клеем. Вот берем акриловый клей и кистью будем промазывать сверху нашу салфетку. Вот таким образом аккуратно кистью мы наносим акриловый клей на поверхность нашей салфетки. Стараемся не порвать салфетку кистью. Наносим аккуратно, плавными движениями, мягкими. Кисть держим горизонтально и стараемся не смять, не порвать, не сместить салфетку. Делаем это очень осторожно. Следующим этапом, после того, как высохнет акриловый клей, мы будем наносить акриловый лак на всю поверхность нашего изделия. То есть там, где мы красили акриловой краской, и там, где мы наносили салфетку. Вот это наша проделанная работа. Мы сделали объемный рисунок шпатлевкой, нанесли салфетку методом файла, покрасили это все краской акриловой. Работали мы с акриловой краской. С трехслойной салфеткой работали. Все это мы потом покроем акриловым лаком и немножечко нанесем старины. То есть мы сделаем набрызг акриловой краской на салфетку. Краешки мы обработаем темной той же акриловой краской, чтобы придать изделию немножко потертый использованный вид. То есть немножечко так вот его состарим.
Итак, когда лак окончательно высохнет, мы будем наносить темную краску, смешанную с белилами акриловыми. Будем наносить губкой на краешки нашего изделия, чтобы придать некой старины. Также будем брать зубную щетку и наносить набрызг на салфетку. То есть вот такими тампонирующими движениями, губкой, влажной губкой, мы наносим на краешки темную краску, темную акриловую краску. Вот в данном случае я эту темную акриловую краску размешала с белой и наношу на края своего изделия декорируемого. Затем я возьму зубную щетку и буду наносить набрызг, то есть капельки этой краски на салфетку, что тоже придает старины изделию. Вот таким движением большого пальца делаем набрызг. Я показываю это на газете, но вот то же самое нужно нанести на салфеточку. И получается вот такое изделие. Даем этому просохнуть. Можно также еще раз покрыть лаком, зашкурить неровности, покрыть еще раз лаком. То есть сделать абсолютно готовое, ровное, красивое изделие. Изначально я планировала использовать этот ящик на кухне для хранения оливкового масла, но потом подумала, что в нем идеально будут смотреться горшочки с геранью. С вами была Маруся Евина. Удачи в творчестве. Пока-пока.